Ну что, именно с этого и начинается восхождение на любую гору, я бы так сказал. Сейчас мы затариваемся снарягой. Я решил подобрать себе вот этот костюм. Мне кажется, отличный костюм. Пригодится и для Эльбруса, и для Эвереста. Вот. И можно и на Байкал даже зимой в нем ходить. Я думаю, хорошая подготовка, хорошая снаряга помогут нам сделать невозможное. А пока одеваемся. Меня в очках одели Куда ходили в этих очках? 20 лет назад. На Эльбрус. Возьмите обязательно капку. Нож? Нет. Ну, если просто кому-то обвязку обрезать, то... Я с собой возьму нож. Что, ты готов? Да, я уже все примерил. А что осталось? Осталось сумку собрать, куртки взять в аренду. И все, в принципе. Поднимается скотчем. Скотч нормальная тема, он термоскотч. Я когда ламинат укладывал, такой же использовал. Ну все круто. Мне тоже нравится. Стильно. Но я думаю, не развалятся эти штуки. Ты думаешь или знаешь, если он сказал, я уверен, они не развалится. Эта резинка у вас будет все время свежая. Да? Ну, сравним, интересно будет. Первый же. День? Интересно. Сейчас первый, да, конечно. На автоматизации не хватит. И все. Посмотрим. Когда Окей. придут кошки, Будем сдавать, расскажу. Мы начинаем свое восхождение на Эльбрус. Для меня это будет второе же восхождение с северной стороны, почему-то с южной стороны. Почему-то хотел сказать северной, видимо, потому что есть желание зайти еще раз с севера. На самом деле старт основной дается именно здесь, и любой альпинист пешком восходит до основной базовой станции Бочки на 3800 метров. У нас же будет, я думаю, лайтовый маршрут по фуникулеру для того, чтобы хватило сил точно зайти на одну из вершин Эльбруса и не потерять пару однокомандников по ходу этого нелегкого трипа. Привет. Ну, мне всегда нравились горы, но они мне нравились издалека. Скажем так, виды, очень красиво, чистый воздух. Сюда я пошел в первую очередь проверить себя, насколько я могу быть близко к этим горам, насколько они меня пустят к себе на вершину. Я сам себе вызов поставил. Надеюсь, что я смогу сам себе сдержать слово и подниму ледоруб наверху вот так вверх, что да, я это сделал. И с такой, наверное, целью я хотел бы, если гора меня пустит на вершину, я бы на этой вершине хотел поставить какую-нибудь очень масштабную цель, которую не понимаю, как надо будет выполнить. На самом деле, это у меня цель еще со студенческих, скажем так, со студенческой поры, потому что я помню, я даже недавно достал тетрадку своей цели, и там написано прямо, что подняться на Эльбрус. Но я понимаю, что это будет на грани физических возможностей. То есть тело тебя будет не слушаться, а главное мозг, чтобы слушался мозг. Вот как раз это победить свой мозг. Я постоянно себя как-то испытываю, в основном в бизнесе, а захотелось испытать себя физически, морально. Я думаю, что Эльбрус — это хорошая вершина для того, чтобы еще раз поговорить с самим собой, кто же я, что же я такое, или кто я такой, понять свои сильные и слабые стороны, ну и непосредственно перед осенью трансформировать свои физические силы в морально-духовный запал. Достигну этого и посмотрим, что дальше будет. Возможно, будут какие-то изменения в плане мышления, какие-то там, не знаю, там, мотивации дальнейшей. Да, так что все впереди. Иду с максимально open mind головой, для того, чтобы получить неизвестный мне ранее новый опыт. У меня был очень смешной диалог перед восхождением. Мне чаще всего любят задавать вопрос, зачем, собственно говоря, ты идешь на Эльбрус. Вот, и я вспомнил, что я не люблю две вещи в жизни больше остальных. Это куда-то подниматься и что-то таскать. Мои друзья посмеялись, сказали, наверное, ты Эльбрус еще тоже не любишь. Вот, но это я решил проверить. На самом деле все очень просто. Мне кажется, везде, где есть
что-то такое, что тебе не нравится, что тебе сложно, и ты это сделаешь, у тебя открывается какая-то новая любовь. Я думаю, будет много приключений, и я пока не знаю, что стоит ожидать, потому что каждое восхождение, оно уникальное, интересное. И вот такой вот рюкзак всегда помогает в любой ситуации. Всем спасибо, мы начинаем. А сейчас мы поднимаемся до следующей станции, если не ошибаюсь, 3400 метров. Нам останется небольшой путь, чтобы уже там дойти. Мы сейчас решим либо пешком, либо также на фуникулере до 3800 метров, где мы уже закинем вещи. И сегодня будут такие пробные ледовые занятия для того, чтобы начинающей группе объяснить, как правильно пользоваться кошками, что такое кошки, как одевать ботинки и в целом, что нужно делать в экстренных ситуациях. Я думаю, будет все здорово, и в ближайшее время, я думаю, анонсируем какое-нибудь следующее восхождение. Идеально было бы это Казбек, либо побывать на Алтае на Белухе, может быть, даже не с полноценным восхождением. Ну, первое, это, конечно, виды шикарные, перепад температур. Когда ты снизу поднимаешься плюс 35, а наверху минус 10. Перенастройка своего отношения ко всему. Это же дорога, это мы идем, думаем, мысли. Ну и вообще я жду от этого, что преодоление каких-то сложных ситуаций в жизни в дальнейшем, они будут проходить легче. Ну что, мы добрались на заветную высоту 3800 метров. За мной уже надвигаются тучи. То есть на самом деле сегодня Эльбрус довольно спокойный, но при этом 12:00, как по заказу, затягивает все облаками. Начинается снег, дождь, град, гроза, все что угодно. Почему людей сюда тянет? Пока не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, люди могут ответить на этот вопрос после восхождения. Так-то живой интерес всех людей тянет. Где ты не был, где тебе интересно, где там что-то неизведанное для тебя, по этим причинам тебя туда тянет. В начале июля месяца. Не хватает кислорода? Не хватает кислорода? Такая фишка, уже второй раз проходил. Он Данила обошел, что-то другой стороной пошел. На воздушном шаре. Мне пока непонятно, вроде норм. 30-10 человек. Пока норм. Пока норм надо дышать. Я думаю, сегодня прогуляемся до 4000. А куда пойдем? Пойдем вот на левой гряде, видишь вот строение и конструкция каркаса. Да, я знаю. Вот туда мы пойдем. Заметил, как он оживил? Кто? Гид. Когда на видео засняли? Когда сюда поднялся. Когда именно на эту высоту поднялся. Он стал улыбаться такой. Он сайкос бодрячок. уже нормальные сиди. Все правильно. Родная стихия. Сегодня у нас акклиматизация. Мы поднимемся где-то на 4000 метров. Посмотрим себя. Ребята посмотрят свои силы. Мы сейчас очень клево находимся. Мы находимся словно между облаков. Всегда летали на самолете. Видели, как проплывают под нами облака, но никогда не находились внутри. Мы на высоте 4100 метров. Здесь раньше располагался приют 11. А для тех, кто первый раз восходит на Эльбрус, в основном это зона такая первой акклиматизации. Я думаю, мало кто видел такие замечательные виды выше 4000 метров. Завтра у нас будут ледовые занятия. Завтра уже пойдем на высоту примерно 4000-5000 метров. Посмотрим свои силы. Сегодня мы пока без кошек. И сегодня мы так немножко калибруем себя. Несмотря на то, что все говорят, что Эльбрус опасная гора и так далее, я считаю, что полезно хотя бы просто приехать сюда на приют 11, пройтись, взять трекинговые ботинки, взять обычные палки и подняться на высоту 4000 метров для того, чтобы увидеть такой вид. Потому что я думаю, что вряд ли вы, когда увидите такие красоты своими глазами.
погодка, да? Мартин, я в тебя верю. Догоняй группу. Если едешь, дальше будет. Ну, хорошо дело. Ну идти-то готов, нормально? Нормально. Ну хорошо. Давайте. Вот пик, видно его, да, который спас мне и моей супруге жизнь 3 года назад во время грозы, да. Поэтому бывают и такие случаи. На высоте 4500 метров. Все вроде чувствуют себя бодрячком. Группа хорошо идет. Вот, пару человек ждем. Вот, на мне любимые альпинистские кошки. А за мной 2 вершины Эльбруса. Вон папа идет впереди. Тяжело ему, но он все же идет, молодец. Это достойно восхищения. Дальше еще метров 300 мы подняться. Ты как? Хорошо. Хорошо? Go. Готов дальше идти? Пошли. Это хорошо. Дыхалочка, правда, подводит, ну, когда на возвышенность поднимаешься. Дышать приходится посильнее. Голосом иногда бывает невозможно дышать. Вот. Голова уже сегодня, кстати, не гудит, акклиматизация у него прошла. Хорошо же, да? Да, но уже лучше и легче. Посмотрим, когда спустимся в лагерь. А так классно. Что скажешь? Отлично, выходим. Не хочется спать? Нет. Мне кажется, мы чем-то затарились, как будто что не хотим спать. Чё, как там бригада на скамейке? Огонь. Огонь? Дальше готовы. Готовы? Вот я поел, все, готов. Башка только болит. А тут слишком долго шли, я слишком проголодался. Зато начинается рассвет. Уху. Да? Ребята, желающих вниз нету? Нету. Нету! Башка только болит. Блевать по дороге разрешено? Башка и там болела. Да. Главное, соседи. А я первый. Сайфполк — это вот та штука, на которой мы находимся. Давайте я попробую немножко видос снять. Уху! Там на башке мой фонарь. Давай обгоним. Вот. Настроение нормальное. Ребята там сзади идут. Вот. Впереди небольшая пробка. Но в целом все довольно бодренько и хорошо. Команда отдыхает. Нам нужно подняться вон туда. Ну что, ребят, уже близко Лучше почти. не снимай. Да наоборот, самое то. Тот момент, на самом деле. А что у тебя руки аж трясутся? О, замерзли. Врагу не сдается. Вот что, мужики? Ну вот так вот выглядит лицо человека, который поднимался на Эльбрус. Второй раз. Осталось 50 метров, а мы релаксуем. У нас четенько все. Ну пока. Ни у кого нет вообще никаких эмоций, впечатлений. Мы сделали это. Это нереально клево. Поэтому всем привет. Я не знаю, что еще сказать. Большое спасибо, что папу отпустили. А посмотрите, какие виды на вершине. О, красота, лябота. Да. Ну, если честно, ну это какой-то кайф, адреналин. Вы знаете, я, если честно, не пришел в себя. Просто, во-первых, это вот красоту видеть. На самом деле, это красота. Во-вторых, зайти на вершину вместе с сыном. Спасибо, Витя, что взял с собой. Ну и хочу сказать вот честно, ну, давайте так, на следующий день, вот когда меня уляжется вот эмоции, вот на следующий день
без проблем. Ну, сейчас, ну, вот честно, это кайф, это, ну, нет таких слов, которые можно вот выразить, вот то, что я вот здесь вот вижу. У меня ужасный вид, я мало что понимаю, но самое главное, что команда Эквиум в этом году все-таки смогла попасть на Эльбрус, на вершину Эльбруса. У нас невероятно клевая команда из Екатеринбурга, с Самары, с Москвы, с Беларуси. И это нереально круто. Те, кто смотрел это видео, я думаю, получили нереальный кайф. А мы получили нереальный кайф и испытали себя, когда взошли на Эльбрус. Мы просто взошли, мы его не покоряли. Что тут скажешь? На самом деле, я думаю, все еще не осознали, что они сделали. Даже еще день, еще 3 пройдет, полностью не осознают, пока не вольются в свои обычные, привычные ситуации, жизненные, свои работы, свои семьи. И уже тогда, я думаю, наступит полное осознание того, что произошло с нами. Я думаю, что это челлендж, который значимо усилит каждого из нас, меня точно. И желаю всем нам покорения новых вершин. А на Эльбрус мы не покорили, а просто сходили на самую высокую точку в Европе. 56-42 всегда с нами. Люди в покорении таких вершин, глубин и всего остального очень похожи на бактерии, на микробов. И мы всячески пытаемся, несмотря ни на что, забраться как можно глубже, как можно дальше, как можно выше, туда, где горячо или холодно. И природа иногда нам говорит: слушайте, ребят, зачем вам это, перестаньте, да, это очень похоже, когда человек заболевает. Так вот, мне кажется, что люди с точки зрения их мотивации, с точки зрения их интереса, они вообще не остановятся ни перед чем. Мы покорим космос, мы покорим планеты, астероиды и так далее. Вот для меня лично сегодняшнее путешествие это доказало. Мы не остановимся. Я не взошел до конца, но я ни о чем не жалею. Я приобрел новых знакомых, возможно, даже могу сказать, что друзей. Я проверил себя, я был не готов физически, и у меня будет повод вернуться, и я, скорее всего, пойду с севера в следующем году. У каждого своя высота, горы никуда не деваются, они умеют ждать, и я к ним вернусь. Ну, во-первых, я не ожидал то, что самая главная задача — это не подняться, а спуститься потом оттуда. Потому что когда ты поднимаешься, ты еще рассчитываешь силы дойти до точки, доходишь, и там просто смотришь вниз, и реально непонятно, спустишься ты или нет. Силы куда-то уходят. Я понял, что я могу идти, несмотря ни на что. Откуда я нашел все силы, я не представляю. Потому что под самую вершину, когда мы уже доходили, мы, кстати, вместе шли почти. Мы шли как зомби, и я не знал. Я просто шел, говорил, шаг за шагом, шаг за шагом. И после спуска я, в принципе, скажем, есть такие небольшие изменения, я понимаю, что я могу поставить себе определенные цели и просто двигаться в эту сторону. Так что все возможно, на самом деле, если верить в себя с самого начала. Вот. Закончилось у нас приключение, восхождение, можно называть по-разному абсолютно. Еще эмоции никак не состоялись ни в голове, ни в теле. Давайте каждый скажет по одному слову, мы решили так. Что вы думаете про это путешествие на Эльбрус? Красиво и круто. Рок-н-ролл. Охренительно! Познать себя. Сильно. Сексуально. Новые знакомства и новые впечатления. На этом завершаем. Всем спасибо, пока.